Всем добрый день, это компания Vinteo, меня зовут Руслан. Сегодня поговорим об инструменте сервера ВКС Vinteo, который называется адресная книга. Этот функционал давно просили от нас заказчики, он позволяет очень гибко настроить список абонентов сервера, чтобы для каждого авторизованного пользователя Vinteo Desktop можно было настроить, кого именно будет видеть тот или иной абонент в своей адресной книге. Итак, что же такое адресная книга? Адресная книга – это инструмент администратора, предназначенный для облегчения заполнения и ведения адресных справочников пользователей Vinteo Desktop. Вот, например, вот так может выглядеть адресный справочник абонента, допустим, с номером 101, сервера, на котором адресная книга уже готова. Вот она, адресная книга нашего сервера, и вот так выглядит справочник абонента. Что все это значит, до этого мы дойдем, а пока вот он такой общий вид. Сразу оговорюсь, что не стоит путать список абонентов и адресную книгу. Это, скажем так, два разных уровня хранения данных на сервере, но об этом подробнее чуть дальше. Вкратце говорю, что вот он список наших абонентов на сервере, и вот она адресная книга. Это два разных уровня. Изначально адресная книга из коробки пустая, то есть вот этих всех записей нет, здесь пусто. И вся последующая работа по заполнению, введению и редактированию ложится на плечи администратора. Чтобы в адресной книге на нашем втором уровне оказались абоненты из нашего списка, то есть с первого уровня, вот отсюда, их нужно туда добавить. Это можно сделать из двух мест, из самого списка и из адресной книги. Давайте рассмотрим вкратце оба варианта. Если мы выбираем из списка, то в карточке абонента, как существующей, так и создаваемой, например, мы создаем нового абонента, и вот здесь нужно поставить галочку «Отразить в адресной книге». То же самое, если мы заходим, например, в существующего абонента, при редактировании этого абонента здесь также будет галочка «Отразить в адресной книге». Если же мы заходим, например, непосредственно в адресную книгу, можно просто добавить карточки абонентов в список адресов, в том числе из групп. То есть, добавляем контакты, можно добавить несколько контактов, либо абонентов из групп. Здесь очень важно понимать, что добавляются абоненты из групп, а не сами группы. Вот они добавились, наши абоненты. Для того, чтобы абонент увидел в своем адресном справочнике запись контакта, ее надо сделать видимой, за это отвечает профиль доступа. Изначально всем присвоен профиль доступа по умолчанию, его можно редактировать, но удалить его нельзя, поэтому мы рекомендуем создавать свои профили доступа. Давайте создадим свой профиль доступа и назначим его записи абонента. Можно взять за основу любой профиль доступа, который уже создан, либо пустой. Введем название профиля доступа, например, профиль 10. И здесь можно назначить этот профиль доступа контактом, тем, которые вам нужны. Здесь, например, мы можем назначить профиль доступа нашему абоненту 101. Итак, мы создали наш профиль доступа, профиль 10, присвоили его абоненту, зарегистрировались под этим абонентом в нашем Vinteo Desktop. Вот он наш профиль доступа, профиль 10. И теперь для этого профиля мы сделаем видимыми несколько абонентов. Давайте вот этих абонентов мы сделаем видимыми. Вот так. Что же теперь произойдет в справочнике Vinteo Desktop? А произойдет буквально то, что теперь все абоненты, которых мы отметили вот здесь, появились в нашем справочнике в Vinteo Desktop. Вот они все и появились. В нашей текущей адресной книге пока еще нет ни одной группы. Черным отмечены только группы, которые приходят к нам с соседних серверов. 133 сервер, 134 и так далее.
Это так называемый геокаскад, еще один мощный и крутой функционал от Vinteo. О нем мы расскажем более подробно в следующих роликах. Пока что продолжим. Для удобства применения профилей доступа записи контактов абонентов можно собирать в группы, которым будет назначен определенный профиль доступа. Абонент, запись контакта которого содержится в нескольких группах, в результате получит объединенную адресную книгу, составленную из профилей доступа этих групп. Этих профилей может быть сколько угодно, даже абонентам, которые не находятся ни в какой группе, можно присвоить свой профиль, например, без группы, и им будет отправляться адресная книга. То есть, если подытожить, за то, что будет отправляться локальным абонентам, будут отвечать профили доступа, как мы уже выяснили чуть ранее. Давайте попробуем создать группу. Давайте добавим группа 34. Добавляем. Вот она, наша группа. Давайте добавим сюда наших абонентов. Как я уже сказал, по умолчанию им присваивается профиль доступа по умолчанию, но мы добавим профиль 10. И вот здесь есть еще один очень важный переключатель «Опубликовать». Это также связано с геокаскадом, то есть, если мы нажмем «Опубликовать нашу группу 34», то она автоматически перебросится на соседние сервера. То есть она будет синхронизироваться со всеми серверами, как вот эти группы, которые приходят к нам с других серверов. То есть у них на их родных серверах везде стоит вот эта вот галочка «Опубликовать». Возвращаемся к нашим абонентам. В нашей группе 34 ей присвоен профиль доступа 10, и всем абонентам здесь присвоен профиль доступа 10. Делаем ее видимой для нашей адресной книги в Vinteo Desktop. И здесь мы видим, что наша группа отобразилась в абонентах. Более того, здесь находятся наши абоненты, которых мы добавили в нашу группу. На этом пока все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за внимание. Оставайтесь на связи вместе с Vinteo.